Как выучить этот корейский? Что нужно сделать, чтобы получить 5 уровень? Всем привет, меня зовут Регина, и я живу в Южной Корее. Почему я вообще стала изучать корейский язык? Вообще не знала даже ни про дорамы, ни про кей-поп. В один день, я даже помню отчетливо этот день, я убиралась у себя дома, подумала, может быть, стоит начать изучать какой-то другой язык, азиатский. Я изучала на тот момент английский в университете, именно как переводчик. И я тогда посмотрела видео, где сравнивали китайский, японский, корейский языки. И там рассказывали, какой язык легче учить. Я послушала и остановилась именно на корейском языке, потому что мне понравилось его звучание, он такой мелодичный, мне показался, приятный на слух. И я стала его изучать. И первым делом, конечно же, надо было научиться читать. Благо, что корейский алфавит легкий, там нет никаких иероглифов. И я тогда стала учить по Ютубу, как учиться писать, все эти черточки вырисовывать, запоминать. Но, в принципе, я справилась, и дальше думала, что надо бы найти какие-нибудь школы. Почему я вообще стала искать школы для изучения корейского? Я думаю, для того, чтобы именно носитель сам объяснял, чтобы слушать именно произношение носителя, и, конечно же, найти друзей. Потому что это другая совершенно атмосфера, когда вы вместе учитесь. Поэтому мой вам совет — обязательно находите знакомых, начинайте общаться, чтобы у вас вместе как-то этот интерес вас подбадривал, и вы вместе учились, разговаривали и так далее. Нашла я школы и ходила в 4 школы. Одновременно я ходила во все школы, в которые я могла, чтобы везде ухватиться там за каждый урок, за каждое знание. Но из-за того, что я изучала все дома сама, то эти все знания, которые нам давали преподаватели, я уже, в принципе, знала о них. Зачем я вообще тогда ходила в эти школы, если я уже знала то, что там нам рассказывали преподаватели? Ну, как я вам уже сказала, это для того, чтобы проникнуться атмосферой. Когда все ученики учатся, изучают что-то новое, это все равно тебя подбадривает. И ты ходишь на занятия, чтобы как-то окунуться в эту атмосферу. Более преподаватели у нас были сами носители, то есть можно было послушать, как они разговаривают, как что объясняют, какая интонация. И это тоже был плюс, поэтому я и ходила на такие занятия. Помню еще, что самые первые шаги, когда вы начинаете учить язык, это что вы радуетесь от того, что наконец-то слышите слова в речи, которые вы стали изучать. Вот я помню, что я там, вау, я услышала слово карандаш, или я услышала слово кровать, я понимаю корейский. Знать бы, что было бы дальше, да? И вот таким образом шло мое изучение в этих 4 школах, познакомилась я с друзьями, и дополнительно сама все это, конечно, изучала дома. Начали закрадываться такие мыслишки, чтобы на лето поехать в Корею, посмотреть, подходит мне страна, не подходит, нравится мне там, не нравится. Вот, например, учу я корейский, приеду в Корею, а мне что-то не понравится, да? Какой смысл тогда? Поэтому решила я ехать на лето, разговаривала с родителями, убеждала, просила, чтобы давайте, хочу посмотреть на страну, что там происходит, подойдет, не подойдет. И получилось. Я поехала в Корею летом 2019 года, и тогда я зарегистрировалась на топик. Топик, как вы знаете, это экзамен на знание корейского языка. Когда я регистрировалась, там не было мест на второй топик, то есть в топике есть топик 1, это от 1 до 2 уровня, и топик 2, это от 3 до 6 уровня. Регистрация на топик, она проходила очень серьезно и молниеносно, там разбирали просто все места. На второй топик не осталось никаких мест, только я помню, там было на остров Чеджу, но ехать на Чеджу, чтобы сдать топик, я думаю, это было бы интересно, но я как бы хотела в Сеуле, да, сдать, а не ездить на Чеджу ради этого. Поэтому я зарегистрировалась на первый топик. То есть я планировала тогда, хорошо, я попробую сдать на 2 уровень. Теперь давайте я расскажу вообще, да, как за этот год я готовилась и что у меня вообще получилось. Как я изучала вообще корейский язык и мои советы. Так как я уже вам сказала, что я ходила в 4 школы, то информация там примерно перекликалась, правила равно они тоже перекликались. Самое основное еще, что я делала, это работа с диалогами. Брала диалог, слушала его примерно по 3 раза и не смотрела в сам текст. Дальше я разбирала текст, смотрела, какие там есть грамматики, какие слова. Ну, в принципе, по учебнику там это все разбирается. И дальше прослушивала опять диалог и смотрела именно в текст. Дальше я слушала диалог и проговаривала вслух вместе с диктором, смотря в этот текст. Далее просто пыталась повторять за диктором.
Таким образом, когда уже несколько раз, не по одному разу это делала, там по 3, то у вас уже лезет диалог, на начальном уровне они там не такие сложные, это у вас все запоминается. И далее я просто проговаривала вслух сама, и последним этапом было это, я еще прописывала диалог от руки. Я вам тут это все закину, как это у меня тут выглядело. Сейчас смотреть на это так мило. Да, вот так я изучала, именно делала работу с диалогами. Следующее, это, конечно, я пыталась разговаривать именно с самими носителями, с носителями, которые у нас были в городе, и по интернету тоже. Есть много приложений, вот я, наверное, сюда их закину, но нужно быть осторожными, потому что люди бывают разные, это тоже нужно иметь в виду. Я старалась прям общаться именно с корейцами, чтобы и самой практиковаться, и слушать речь, потому что даже когда ты просто слушаешь видео, например, на том же Ютубе, то это одно, а когда ты сам пытаешься разговаривать, у тебя другие нейронные сети там все в мозгу твоем задействуются. Это второй мой вам совет, обязательно общаться с корейцами и практиковаться. Следующий совет, это вы должны обязательно сами заниматься языком. Даже то, что я ходила в эти школы, я ходила туда, как я вам уже сказала, чисто для атмосферы. Это у меня был, так сказать, такой отдых, чтобы там найти с кем-то поболтать, что-то обсудить. Занималась я дома. То, что вы на уроке даже получаете, это все равно надо приходить домой, это все отрабатывать, заучивать слова. И, кстати, о словах. Я учила очень-очень много. И тоже я подкину приложение, которым я пользовалась. У меня это было 3 основных приложения, которым я учила и учу слова. Если вам будет интересно, я, может быть, сделаю другое видео, где подробно расскажу о каждом. Но помню, я сделала себе цель учить по 70 слов. У меня даже остались там скриншоты. Я заходила и прям постоянно учила слова. Но, конечно, я вам так не советую делать, потому что это большая нагрузка для мозга. Почему я учила по 70 слов? Потому что я думала, что поеду учиться в Корею, как закончу университет, и что мне нужно знать прям было бы хорошо корейский язык, если я туда поеду. Поэтому я поставила себе цель, что надо все-таки на нем разговориться, начать его понимать за год, либо хотя бы там за 2 года. Но я хотела именно за год, чтобы как бы выучить язык и потом уже начинать собирать документы, все это самой. Поэтому я и учила кучу слов. Постоянно, в любой момент я заходила в это приложение и заучивала новые слова, повторяла. Поэтому слова — это тоже очень важно. Следующий пункт — это работа, конечно же, с дорамами. Я брала какую-то дораму, слушала. Смотрела я с русскими субтитрами, конечно, потому что сразу без субтитров смотреть дораму, я думаю, это такое себе. У меня не было субтитров, сценариев не было, это только потом они потихоньку начали появляться. Я брала отрывок минуту. Слушала. Я слушаю речь и понимаю, какое-то он слово тут говорит, но мне не очень понятно, что он говорит. Я вот так несколько раз прослушала какое-то слово, которое я бы хотела узнать. Ну, вот что-то он сказал. Прослушала это слово и пыталась искать его в переводчике. Вот именно вот так на слух. Потому что, ну, нет корейских субтитров, а слова же надо как-то изучать, да? Записывала это слово в словарь, искала, а словарь удобно, что он автоматически вам показывать, типа, может быть, вы искали вот это, если, конечно, вы совсем неправильно там что-то странное не запишете. Вот. И таким образом я делала себе список, потом уже вносила в свои приложения и учила. Я думаю, из-за этого у меня аудирование тоже хорошо прокачалось, потому что я вот так брала себе именно цель, например, слушаю минуту, из минуты я хочу узнать там 3 новых слова, либо 5 новых слов. Таким образом я именно слушала дорамы. Следующее, это, конечно же, корейские шоу. Там тоже очень удобно для изучения языка, потому что все, что они говорят, это прописывается именно как субтитрами, эмоции какие-то, да, уже там все у них прописывается. Слева там со всех сторон просто останавливай и смотри, ищи эти слова. Следующее, это, конечно же, корейские песни. Когда я узнала про корейский, как там вообще все круто, как много классных песен, я вот это все окунулась, конечно. Шла я в университет, слушала песни, шла с университета, слушала. В общем, постоянно у меня были корейские песни, так что обязательно нужно окружать себя языком со всех сторон. И таким образом ехала в Корею в 2019 году летом и сдала топик. Вообще, можно сказать, что не готовилась к топику, я просто, реально вам скажу, я 1 раз открыла тест, чтобы посмотреть, что вообще такое топик. Пробежалась, сделала 1 раз аудирование, сделала 1 раз письмо, и такая, в принципе, ошибок не так много, в принципе, все нормально. Ну и все, пожалуй. Больше с меня подготовки, ну, хватит мне. Ехала я
на этот экзамен. Мне было, конечно, все так в новинку. Тем более, что мой первый экзамен, я его сразу же сдавала в Корее. Там были все профессора, очень много иностранцев. Я такая, они все, наверное, знают корейский. Еще я помню, ты идешь на экзамен, там нужно было распечатать бумажку. А эту бумажку я то ли забыла, то ли что, или не распечатала. Я еще искала, там спрашивала у всех охранников, и зашла в какой-то кабинет, там все профессора всякие, учителя сидят. И вот я такая, мне надо бумажку, пожалуйста. Приключениями все это прошло. Когда экзамен мне показался легким, потому что кодирование, чтение пошло спокойно. Конечно, там были вообще какие-то странные вопросы, мне показалось вообще, что они говорят вообще. Последние самые задания, самые такие сложные мне показались. Но все сдала и ждала результата. Результатом стал у меня, я получила 2 уровень за год изучения. Не знаю, может быть, я бы и получила 3, если бы я зарегистрировалась, смогла на 2 топик. В принципе, мне было и этого достаточно. Ну и после Кореи, когда я приехала обратно в Россию заканчивать университет, не забросила корейский язык, я также продолжала его учить. Тогда я уже стала использовать корейские вебтуны, корейские комиксы, тоже я вам здесь оставлю скриншот, так как я уже прониклась корейской речью, я ее очень много слышала, решила, что надо все-таки продолжать углубляться, нельзя останавливаться на 2 уровне, поэтому я стала именно читать комиксы, я думаю, это тоже мне очень сильно помогло. Туда я узнала много сленга. Ну, просто как вообще строятся предложения, как они разговаривают. Старалась брать комиксы именно не исторические с какой-то сложной лексикой и грамматикой, а вот на обычные темы про студентов, работу и так далее. Если вам интересно, может быть, я тоже тогда сделаю видео именно отдельно про корейские комиксы, как учить корейский по комиксам. Пишите в комментариях. И следующий этап. Я приехала в апреле 2021 году. Приехала я 1 апреля, да, в Корею. И про мой переезд, вообще как я оказалась в Корее, я думаю, тоже сделаю другое видео. Получается, с 19 по 21 год уже продолжала учить корейский язык, но прям так усиленно, как я вот первый год занималась, потому что у меня там был университет, и надо было писать диплом, и еще другие дела. Все равно как бы продолжала учиться. То, что я там вообще совершенно забросила язык, нет. Я в апреле в Корею и записалась сразу же на экзамен. Он проходил в мае. И тогда я сдала на 4 уровень. Я думаю, что если бы я подготовилась к письму лучше, я бы получила 5 уровень, потому что у меня были высокие баллы из-за чтения, из-за аудирования, но к письму я вообще не готовилась, не тренировалась, там не смотрела, как вообще отвечать, какие правила есть, ничего не повторяла, поэтому, думаю, из-за этого у меня был только 4 уровень. Для работы именно в Корее нужно, конечно, 5 либо 6 уровень, поэтому стала заниматься опять корейским языком. В этом случае, конечно же, я сделала упор на письмо, так как в прошлый раз из-за этого был балл низкий. Смотрела очень много каналов на корейском языке по подготовке к топику. Если вам интересно, то, возможно, в следующих видео я тоже расскажу, какие каналы мне больше всего помогли. Спасибо вам большое за просмотр. Я старалась с вами поделиться именно всеми своими секретами изучения корейского языка, как я сама пришла к 5 уровню. Надеюсь, что вам многие советы помогут, и вы возьмете что-то себе на применение. Пройдемся по итогам. Самое основное — это, конечно же, учить слова, без них никак. Обязательно окружайте себя языком в любую свободную минутку, ищите что-то, читайте, слушайте. Конечно же, найдите себе друзей, с кем-то познакомьтесь, чтобы вы друг друга поддерживали. У вас общая цель, вы будете всегда друг другу помогать, и, возможно, в будущем они станут вашими самыми близкими друзьями. Основное — это быть уверенным в себе. Надо переживать что-то там, да, у меня не получится, я не знаю. Нет. Нет, нужно быть уверенным в себе, уверенным в своих силах, и тогда у вас точно все получится. Спасибо большое, подписывайтесь на мой канал, есть еще Инстаграм тоже. Я буду дальше радовать вас интересными и полезными видео про Корею и корейский язык. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!